Я попробую, самое что на руку просто уже. Я тут буду его пугать с этой стороны. И ты его видишь? Я вижу, он чуть дальше дошел. В пустыне пролазная. Сверху высоко довольно-таки донизу. Я рукой даже не достану. Даже А если вот здесь вот я попробую сейчас этот залезть сюда. проход, да. Здрасте всем, меня зовут Олег Новиков, и сегодняшняя история про 4 маленьких котят, которых зовут Боня, Нэш, Юки и Кири. Сразу хочу предупредить, что с малышами все хорошо, поэтому не переживайте. Началась эта история с того, что как-то раз, возвращаясь домой, звонит Вика и говорит: будешь подниматься домой, посмотри между первым и вторым этажом в окно подъезда, там на крыше маленькие котята. Я сказал ей, что ехать мне еще где-то час, приеду домой и что-нибудь придумаем. Когда я приехал домой, я увидел котят на крыше. Очень маленькие, совсем недавно открыли глаза. Мамы кошки рядом не было. Глаза котята открывают примерно в 10 дней. Вика сказала, что спускалась несколько раз вниз и один раз видела маму-кошку рядом с ними. Это была очень хорошая новость. Чем дольше котята будут с мамой-кошкой, тем лучше. Мы поговорили с ребятами, которые живут на втором этаже. Они рассказали, что видели, как мама-кошка перетаскивала котят из ниши для цветов на крышу, которая находится прямо под окном. Теперь, что это за место? Люди, которые живут на первом этаже, сделали небольшой навес над своим участком. Вот на этом навесе в углу лежали котята. Мы решили сделать котятам хоть какой-то домик. Я взял картонный ящик, заклеил его со всех сторон, с одной стороны вырезал отверстие и положил вовнутрь небольшое полотенце. Конечно, не факт, что кошка перетащит туда котят, но нужно было попробовать. К тому времени кошка перетащила котят немного в сторону. Наверное, ей мешали люди, которые заглядывали на них через окно на лестничной клетке. Мне нужно было как-то положить домик на крышу. Со стороны подъезда окно не открывалось, а залезть на крышу нельзя было, потому что вряд ли она выдержала бы вес человека. Я попросил ребят, которые живут на втором этаже, вылезти через их окно и поставить домик. Домик нужно было поставить как можно дальше в угол. Было сложно, потому что мешал мотор кондиционера. Я еле дотянулся. Хорошо, что руки длинные. Я поставил домик выходом в сторону крыши, чтобы с окна подъезда не было видно котят. Домик стоял в углу, котята лежали рядом. Я не мог положить котят вовнутрь, потому что я просто не мог до них дотянуться. Я залез обратно в окно, теперь оставалось только надеяться, что кошка занесет котят в домик. Я попросил ребят, чтобы они присматривали за малышами и, если что, позвонили. Мне очень повезло с ребятами, которые живут в этой квартире. Очень хорошие люди, очень любят животных. Хозяйка квартиры сказала мне, что они очень хотят забрать темненького котенка домой, и даже придумали ему имя. Я сказал: ну мы же не знаем, это мальчик или девочка. Придумали такое имя, которое подойдет и для мальчика, и для девочки. Она сказала: мы назовем котенка Боня. Я сказал: давай сначала его выходим, а потом посмотрим. Все будет хорошо. В этот же день они прислали сообщение, что кошка всех 3 котят занесла в домик. В общем, наш план сработал. Ну или нам просто повезло. Прошла неделя, и котята стали вылазить из домика. Сейчас самое главное, чтобы они не попадали вниз. Через несколько дней кошка перенесла их в другое место. Буквально на следующий день услышали плач соседнего двора. Меня дома в этот день не было. Вика пошла вытаскивать котят сама. Котята прятались под каким-то шкафом. Люди, которые там живут, на самом деле не очень любят кошек. Мне даже кажется, что они просто прогнали маму-кошку. Малыши забились за какие-то полки, сидели перепуганные и иногда подавали голос. Вике удалось вытащить всех 3, они практически не сопротивлялись. Котятам было чуть меньше месяца. Можно было подождать в надежде на то, что кошка вернется за ними, но она могла перепрятать их в более далекое место, в то место, в котором мы бы их не услышали. В общем, мы забрали малышей домой. Принесли домой и посадили в домик конвертик. Малыши немного успокоились. Мы осмотрели каждого. Они были не побитые, только очень сильно блохастые. Они были в таком возрасте, что можно было попробовать давать им мягкую еду для котят. Только нужно было научить их сначала кушать из миски. Сами они не хотели. Они просто не знают, как это делать. То, что мы обычно делаем, это берем специальный паштет для котят и каждому маленькой ложечкой даем попробовать. После того, как малыши распробовали, они сами кушали из мисок без всяких проблем. Мы немного разводим паштет водичкой, чтобы котятам было удобнее. Малыши немного отдохнули, теперь им предстояли банные процедуры. Нужно было очистить их от всех паразитов. Вот так вот. Да, ну ребенок, вот такой ребенок. Блохи бегают, прямо аж в глаза забегают. Нехорошие блохи.
Сейчас мама все помоет. Крошки. Какие крошки. Что такое? Водичка попала. Не глотки выйдет, потому что не глаза выйдет. Смываемся, смоемся. Нехорошие. Теперь малыши были чистые, не голодные и в тепле. Так закончился первый день 3 маленьких котят-девочек, которых мы назвали Нэш, Юки и Боня. В этой истории есть еще один очень симпатичный ушатый персонаж. Даже не знаю, как это назвать. Это совпадение или мне просто везет. На следующий день, гуляя с собаками на улице, я услышал, как плачет маленький котенок. Сначала я подумал, что мне показалось. Потом прислушивался, нет, на самом деле мяукал котенок. Только не было понятно откуда. Центральная дорога нашего небольшого городка, довольно-таки оживленное движение. Такое ощущение, что он где-то плакал с другой стороны дороги. У меня есть 2 собаки, которых зовут Уша и Кука. Так вот, Кука уже не первый раз помогал мне найти маленьких котят. Я просто иду за ним туда, куда он меня ведет. И в этот раз он услышал котенка и пошел. Я пошел за ним. Мы прошли несколько домов, он довел меня до кустов, остановился и стал пристально смотреть вглубь кустарника. Через секунду я услышал плач. В общем, очередной раз Кука помог найти котенка. Я не стал заглядывать вовнутрь, потому что я был с собаками и не хотел его спугнуть. Я позвонил Вике и попросил, чтобы она принесла мне переноску, перчатки и паштет для котят. Отвела собак домой и вернулась ко мне помогать ловить котенка. Я заглянул в кусты в то место, куда смотрел Кука. Я увидел маленького котенка. Она сидела на одном месте. Плакала и шипела. Она не убегала и не подходила. Ей было очень страшно. Она дрожала от страха. Этот маленький, худой, голодный котенок-девочка сидела и плакала. Я видел слезы. Это очень грустное зрелище. Мне было ее очень жалко. Она сидела в той части кустов, которая ближе к дороге. Не самое безопасное место. Кусты очень густые, и просто так ее оттуда не достать. Я поставил переноску между кустов. Заднюю часть я закрыл футболкой. Это нужно для того, чтобы котенок тебя не видел, когда будет внутри. Чтобы можно было спокойно подойти и закрыть дверцу. Еда была внутри переноски. Я положил несколько кусочков перед входом и стал ждать. Ничего не происходило. Малышка стояла, подняв одну лапу, и дрожала от страха. На улице было очень жарко. Она дрожала не от холода. Ей было очень страшно. Я на самом деле видел слезы. И можно понять бедного ребенка. Выбор у нее был очень сложный. Или голодать в кустах, или пойти в руки очень большому и страшному существу. Прошло минут 10. Она сидела на том же месте, не сдвигаясь. Мы решили попробовать поймать ее сачком. Этот сачок я когда-то скрутил из проволоки специально для таких кустов. И это нехитрое приспособление не один раз помогало вытаскивать котят из густого кустарника. Чтобы дотянуться до котенка, мне нужно было просунуть сачок под кусты, лечь на землю. Длины моей руки должно было хватить.
Мне нужно было одним движением накрыть котенка. Но у меня ничего не получилось. В тот момент, когда я сделал резкое движение вперед, я наткнулся на пруд под забором. Сороков в эту жилетку просто. Бля. Ну все, он в ту сторону побежал. Ты видишь его? Конечно. Может, я постою здесь его попугаю, а ты Попробую рукой... полезть сверху. Я попробую. Самое, что на дорогу просто не выжил. Я тут буду его пугать с этой стороны. И ты его видишь? Я вижу, он чуть дальше дошел. Кусты непролазные. И сверху высоко довольно-таки до низу. Я рукой даже не достану. Даже А если вот здесь вот из Я попробую в сейчас этот залезть. проход, да. Вот здесь прям сверху. Так, Видишь? Я взял сачок и нырнул в кусты. Проблема была в том, что, во-первых, кусты очень близко к дороге, было шумно и опасно, а во-вторых, они очень густые. Я смотрел во все стороны, но котенка я нигде не видел. Не видишь его? Может, выбежал, но не на дорогу. Это 100%. Слушай, ты там вылезешь оттуда вообще? Где ты последний раз его видел? В каком? Вот в этом месте, да? Пойдем сидеть в сторону. Здесь смотрел, вот здесь? Везде, вот здесь. Вот, самое. Идем сядем, посидим в стороночке. В какой-то момент котенок перестал мяукать. Мы сели на лавочку и стали ждать. Если в эту туйку залез, тут уже шансов его увидеть. Только когда вылезет. Котенок не издавал больше никаких звуков. Но прошло минут 10, и мы снова услышали ее голос уже ближе к нам. Увидел? Он вот С этой здесь. стороны просто столько так густо, что я сейчас там не вижу вообще. Смотри, наступи на него. Мне кажется, он вообще вот тут. Вот здесь вот. Вот эта сторона вся вообще. Я даже Вот он вот здесь. Где-то тут. здесь. Здесь. О, еще брательник. Кто там такой? Это дикареныш? Все издерет нас? Ой, хвост какой, ты видел? Вообще Все, съест нас? с этой стороны. Съест? Я думаю, да. Ой-ой-ой. Еще один блохастый. Сейчас в компании. Блохунов. Такого же размера, по-моему, нет? Да. Где вы берете на голову все?
Дуримар с очком, который не помог. Ты как прям с добычей. Это же добыча? Ну Что, какой с него толк? Кроме Блохи одни. одни блохи и потом будет это пр-пр-пр. Какого толку? Маленький мой. Кушай, кушай. Слушай. Не плачь. Все будет хорошо. Не плачь, солнце мое. Не плачь. Кушай. Не плачь, маленький. Размешал с водичкой. Не плачь, чего ты? Все нормально, все хорошо. Все, ты поел? О, здравствуйте. Я ваш папа. Влюбленный взгляд. Не голубые глаза. Смотри. Да. Не знаю, поменяется или нет. Цвет такой, что вроде светлый. Мы покушали. Угу. Делали, пошипели еще чуть. Я развел с водичкой. Чуть-чуть дал так, чуть с водичкой. И все, сейчас мы... Сам ел? Да, сам Она? я. Он? Я без понятия. Сейчас Ну, посмотрю. проверяем. Проверяем, говоришь. На твою налево. Опять девка? Угу. Девки. Прямо у нас девчачий батальон. Ну что, купаться? Дай понежиться чуть-чуть. Глухи это дело такое. Глухи это дело такое. Смотри, как мы подставляемся. Смотри, как мы подставляемся. Ты видишь, да, по крану? Смотри. Ты моя что-то. Сейчас всех Бог победим. Ну, мы поели. Возрастом она была на неделю старше, чем все остальные малявки. Мы назвали ее Кири. Мы искупали малышку, убрали всех паразитов, посадили ее в клетку-больничку. Нужно было ее изолировать на несколько дней от других котят, для того, чтобы посмотреть, все ли с ней в порядке. Котенок Кири просидела несколько дней отдельно от всех. С ней все было хорошо. Теперь она могла жить со всеми в одном манеже. Вся эта девчачья компания баловалась целыми днями. Но кроме того, что они кушали, ругались за еду, спали, ругались за место, кому где спать, игрались, переворачивали все в комнате и в манеже. В общем, вели себя как 4 маленьких котенка. Было очень забавно за ними наблюдать.
Прошел месяц с того момента, как мы забрали малышей с улицы. Нужно было отвезти котят к доктору на общую проверку. Мы всегда отвозим малышей к доктору перед тем, как начинаем искать им новый дом. Просто я хочу быть уверен на 100%, что с малышами все в порядке. Нет, красавица. Где их мамка? Мамка у них дикая. Я смотрю, 800 грамм. Да, они примерно будут так, 700-800. Так. Вы их уже помните всех Да, по именам? конечно. Здесь Они у будет- нас с маленького. Здесь будет грамм 700, полегче. Что-то проводили, какие-то там глистов. От листов, да, дали один раз. Знали, да? Не было глистов, Были. билетов? Надо завтра давать. То есть 10-й день завтра, по идее? Окей, значит нужно будет дать. У вас есть средства? Не, ну одно. Ты нам дашь. У нас. Я вам дам сиропчики. Все девчонки. Трусливая это. Килограмм. Она побольше просто. В смысле размером и возрастом. На неделю, наверное, больше. Просто маленькая. Каждая по-своему интересная и красивая. А это мелкотня у нас идет. Аккуратно. Самая красота. Все. Все, хорошо. 800. Все по 800, Да, кроме... здесь вот она килограмм. Коробку бра. Чем вы их сейчас кормите? А сухой размачиваем для котят. Угу. Консервы. Консервы были в начале для котят давали, а Потом уже перевели. потом потихонечку перевели на для котят сухой, но размачиваем все еще. Так. Давайте начнем вообще осмотр. По одному. Очень часто у них бывает встречается ушной клещ, отодекоз. Поэтому в первую очередь мы проверяем. Отлично. Ротовая полость тоже здоровая абсолютно. Слизистые, красивые, глазки тоже. Все едят хорошо. Да. Это единственное они из семейства. Эти все. Я Все еще остальное. хотел задать вопрос. Она старшая. Прям прочел мои мысли. Да. Да, Она- она видно. Она старшая на У них неделю. разница небольшая. Так, следующий. Да. Вы сами будете их обрабатывать от листов дома? Ну да, завтра дашь нам сироп, мы завтра дадим. Окей. Или таблетку тоже можно. Мы- Таблетку, тогда мы можем ее на 4 половинки и все. Да. Как раз по четверти каждый. Лучше таблетку, с таблеткой Все, тоже нет идет. проблем. Да, Такой можно, просто. можно в коробку уже. Подожди, у нас тут. Сессия. Боже, какие. Ну, прям как на картинке. Лучше с той стороны, чтобы они были все. А я, Так, а я, вот, отойду- вот, а я отойду с той. Да, Без меня. Ну, или со мной. я выставлять не буду. Тихо. Сколько счастья. Вот это мордахи. Это вообще отдельно от всех? Или как раз просто? Дети, вот это сестра. Сестры А, все, да. они все одинаковые, все от одной мамки, а это нет. И это старше на неделю. Это Боня очень любит кушать. Очень любит. Просто от тарелки не оторвешь вообще. Самая спокойная, любит кушать и спать. Мышей доктору сидит спокойно. Да. Сидим все вместе боимся. Так, хорошо. Кто у нас? Это мы смотрели? Да. Вот это вот. Красавица. Начинают уже не так бояться, начнут разбегаться в разные стороны. Ну, стой. Фили, стой спокойно. Тяжелый труд их выхаживать. Да. Женский батальон прям. Ой, блин, вообще в последнее время что-то на девок везет. Девки. Так. Так, кто у нас серенький остался, да? Бонечка немножко поносит. Осталась. Это она, Бонни, да? Да. Она не переедает? Может Есть быть. возможность. Потому что маленькая. вполне возможно, что из-за переедания она поносит. Если Если более, Она, более да, прожорливая, то да. если ее бежит в другое, может, что передает, поэтому понос. Бывает, конечно.
Кто из них самый прожорливый? Вот. Ну, вот. Наличие гельминтов может вызвать Ну, по идее, если диарею. первый раз уже дали таблетку, то уже не должно быть уже через 10 дней. Они, да, выводятся, но, повторяю, через 10 дней для того, чтобы выводить полностью уже личинки, яйца. Все, малышка, все. И никуда не ходим, никуда не идем. 38,2, нормальная температура тела абсолютно. Вы все в порядке. Я дети? думаю, ее в первую очередь постарайтесь ограничить. В виде? Да, чтобы она не переедала, может быть, даже постараться чуть-чуть меньше дать. Часа 2-3 и поменьше кушать, да. И плюс еще мы сейчас дадим, завтра дадите средства. И вполне возможно, что это тоже поможет. Ну, в общем так, все красивые, все здоровые. Слава Богу. Поехали домой? Так, я вам сейчас дам таблетку. Дай нам таблетку лучше. Так, спрячемся. Давайте в домик сами. Ну, что такое? Так, хорошо. Но все с ними хорошо, кроме того, что только Боня переедает, что очень любит кушать. Сказали ограничить ее в еде. Я как ее ограничить в еде, если она ест как не себя? Она любит кушать, ну что делать? Ну быть толстая кошка. Но все хорошо с ними, все, идем домой. Малыши были абсолютно здоровы, и теперь можно было начинать искать им дом. Мы, как обычно, сделали несколько фотографий, составили объявление и разместили в интернете. Это Боня. Она едет в новый дом. Она будет нашей соседкой. Они ребята, которые живут прямо рядом с нами. И по традиции напутствия. Значит так, слушай меня внимательно. Диваны не рвать. Писать только в коробочку. Поняла? Быть хорошей девочкой. Слушай сам мамы и папу. И не кушать много, как ты кушаешь. А то ты будешь толстая кошка. Поняла? Все. Вот и Бонька моя. Котенок Боня теперь моя соседка. И живет у ребят, которые помогали следить за малышами, когда они были на крыше. Ребята очень переживали за котят. Писали сообщения, рассказывали про малышей. Имя Боня тоже они придумали. Боня, которая очень любила кушать, сейчас совсем не толстая, хотя в детстве съедала свою миску и бежала забирать у других. Сейчас она в любящем доме, и с ней все будет хорошо. Вот она Юки. Красавица моя. И по традиции напутствия, значит, слушай меня внимательно слушай только. Диваны не рвать. Слушай свою маму и папу, писать только в коробочку. Да. Подтвердил. Вот такой ребенок. Едет к новой маме. Все. Котенок Юки не отходит от своей новой хозяйки. Вот есть такие люди, которые притягивают к себе животных. Хозяйка Юки именно такой человек, хороший и добрый. Юки, как маленькая липучка, не отходит от нее. Они всегда вместе. Спит у нее на голове, они готовят вместе. В общем, неразлучные друзья. Можно не переживать, с ними все хорошо. Я уверен, что малышка Юки принесет много счастья в их новый дом. Красавица. И это Кири. Значит так. Сонная всю дорогу спала. Значит так, по традиции. Так, не вырывайся. Ты что? Без... Ну, что такое? Что такое? Ну, что случилось? Как столько интересного. Значит, стой. По традиции. Диваны не рвать. Писать только в коробочку. Слушаться маму и папу. Ты поняла? Что такое? Что ты испугалась? Что? Ну все. Котенок Кири живет в семье с маленькой девочкой. Когда мне говорят, что нельзя отдавать котят в дом с маленькими детьми, я не согласен. Дети, как и взрослые, бывают разными.
Маленькая хозяйка Кири – замечательный и добрый ребенок, точно такая же, как ее родители. Она очень любит животных и очень нежно относится к котенку Кири. Они теперь лучшие подружки. У них есть еще рыбки, хомячки и попугайчики. Так что за Кири можно не переживать. Она хоть и в маленьких, но в очень надежных руках. Сегодня котенок Нежа едет в новый дом. О, это ее звуки. Вот она, Нежка. Ну что было ты? Давай, иди сюда, иди ко мне. Иди на ручки. Иди на ручки, не бойся. Да. Что такое? Что за шум? Здравствуйте. Ты скандалистка маленькая. Значит так, по традиции. Слушай меня внимательно. Сейчас не плачь. Просто не... Сейчас не мяукай, просто слушай внимательно. По традиции. Напутствие. Диваны не рвать. Писать только в коробочку. Слушаться маму и папу. Ты все поняла? Молодец. Такой ребенок. Да. Котенок Нэш живет у моих друзей, которые месяц терпеливо ждали, пока она подрастет. Писали мне сообщения и очень переживали за нее. Напокупали ей целую комнату разных домик, лазилок и игрушек. Очень хорошие и добрые, я даже сказал бы, очень теплые люди. Они очень любят Нежку, и теперь за нее можно не переживать, все с ней будет хорошо. Все семьи, все ребята, все очень хорошие люди, очень любят животных. Что еще можно пожелать зверенушу, который родился на улице? Теплый дом, вкусная еда и любящий человек. Все у них теперь будет хорошо. Спасибо вам огромное, что приютили малышей. Вот так закончилась эта счастливая история 4 маленьких котят. Очень хочется, чтобы у всех бездомных была такая история, ну или похожая. Помогайте по возможности бездомным животным. Будьте хорошими людьми настолько, насколько это возможно. А на сегодня все. Удачи всем. Берегите себя. Всем пока.